Хотя еще мы траура не сняли по нашем брате Гамлете родном. Но надо будет овладеть собою и несколько умереннее впредь скорбеть о нем, себя не забывая. С тем и решили мы в супруги взять сестру и ныне королеву нашу со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. Со смешанными чувствами. С улыбкой и в слезах. Mit einem heiter, einem nassen Auge. Ayant le rang de l'autre, entremêlant plaisir au deuil et glas aux noces. При этом шаге мы не погнушались содействием советников, во всем нам давших одобрение. Всем спасибо. Теперь второе. Юный Фортинбрас считает, что в стране по смерти брата у нас развал и внутренние распри. Возмнил такое о своей звезде, что надоел нам, требуя возврата потерянных отцовых областей. Тут нами извещается в письме король норвежцев, дядя Фортинбрас. По дряхлости едва ли он слыхал о замыслах племянников. Мы просим пресечь их в корне. Итак, Лаэрт, что нового услышим? Шла речь о просьбе. В чем она, Лаэрт? Не больше ладит с сердцем голова. Для пользы рта не больше служат руки, чем датский трон для вашего отца. Что вам угодно? Дайте разрешение во Францию вернуться, государь. Я сам оттуда прибыл для участия в короновании вашем. Но винюсь, меня опять по истечению долга влекут туда и мысли, и мечты. С поклоном хлопочу о дозволении. Ищите счастье в добрый час, Лаэрт. Ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын. Ах, Гамлет, полно хмурится, как ночь. Взгляни на короля подружелюбней. До коих пор, потупивши глаза, следы отца разыскивать во прахе. Так создан мир, что живо, то умрет, и вслед за жизнью вечность отойдет. Так создан мир. Что ж кажется тогда столь редкостной тебе твоя беда? Не кажется, сударыня, а есть. Мне кажется, неведомы. Пожалуйста, стряхни свою печаль. Пусть знает мир, что ты ближайший к трону. Что до надежд вернуться в Виттенберг и продолжать учение, эти планы нам положительно не по душе. Не заставляй меня просить напрасно. Останься здесь. Не езди в Виттенберг. Сударыня, всецело повинуюсь. Вот кроткий подобающий ответ. Своей сговорчивостью Гамлет внес улыбку в сердце, в знак которой ныне о счете наших здравиц за столом пусть облакам докладывает пушка, и гул небес в ответ земным громам со звоном чаш смешается. Каким ничтожным, плоским и тупым мне кажется весь свет в своих стремлениях. Какая грязь, и все осквернено, как в цветнике, поросшем сплошь бурьяном. Как это все могло произойти? Два месяца как умер, двух не будет.
что ж через месяц? Лучше не вникать. О, женщины, вам имя вероломство. Нет месяца и целые башмаки, в которых гроб отца сопровождала в слезах, как Необея. И она... Нет, не видать от этого добра. Разбейся, сердце. Надо стиснуть зубы. Почтение, принц. Гораций. Раб до гроба. Какой же раб? Мы попросту друзья. Что принесло вас к нам из Виттенберга? Марцел, не так ли? Он, милейший принц. Очень рад вас видеть. Добрый вечер. Зачем приехали в Эльсинор? Тут вас научат пьянству. Я приехал на похороны вашего отца. Мой друг, не смейтесь надо мной. Хотите на свадьбу вашей матери сказать? Да, правда, это следовало быстро. Расчетливость, Гораций. С похорон на брачный стол пошел пирог поминный. Отец. Он словно предо мной. Где принц? В очах души моей, Гораций. Я видел раз его. Он был король. Он человек был в полном смысле слова. Уж мне такого больше не видать. Представьте, принц, он был тут нынче ночью. Был? Кто? Король. Отец ваш. Мой отец. Спокойнее, сдержите удивление и выслушайте. Я вам расскажу. Меня поддержат эти очевидцы. Неслыханное что-то. Поскорее. Подряд 2 ночи с этими людьми, Бернардо и Марцеллом на дежурстве, среди мертвой беспредельности ночной. Творится вот что. Некто неизвестный, в вооружении с ног до головы, и сущий ваш отец проходит мимо державным шагом. Я стал на стражу с ними в 3-ю ночь. И, подтверждая это все дословно, в такой же час проходит та же тень. Ручаюсь жизнью, принц, что это правда. Да, все так, сейчас я успокоюсь. Кто ночью в карауле? Мой милорд. Я стану с вами на ночь. Может, статься, он вновь придет. Придет наверняка. Я с ним заговорю. Хотя бы ад, восстав, зажал мне рот. А к вам есть просьба. Как вы скрывали случай до сих пор, так точно и вперед его таите. А около 12 я выйду и навещу вас. Ваши слуги, принц. Не слуги, а теперь друзья. Прощайте. Отцовский призрак в латах. Быть беде. Обман какой-то. Только бы стемнело. Терпи, душа. Засыпь хоть всей землей деяния темные. Их тайный след позднее или раньше выступит на свет.
Мешки на корабле. Прощай, сестра. Пообещай не упускать оказий. И при попутном ветре не дремли, и вести шли. Не сомневайся в этом. А Гамлета ухаживание – вздор. Считай их блажью, шалостями крови. Не более. Не более? Не более. Страшись, сестра. Офелия, страшись. Остерегайся, как чумы влечения. На выстрел от взаимности беги. Все тут, Лаэрт. Стань под благословение. И заруби-ка вот что на носу. Заветным мыслям не давай огласки. Несообразным ходу не давай. Будь прост с людьми, но не запани брата. Рядись, во что позволит кошелек, но не франки. Богато, но без вычур. По платью познается человек. Во Франции же на этот счет среди знати особенно хороший глаз. Прощай, запомнишься и собирайся. Почтительно откланяться осмелюсь. Давно уже время, слуги заждались. Прощай, Офелия. И твердо помни, о чем шла речь. Замкну в душе, а ключ возьми с собой. Счастливо оставаться. О чем шла речь, Офелия, у вас? Предмет принц Гамлет, если вам угодно. Ах, вот как, это кстати. Я слыхал, он очень зачастил к тебе как будто. Что между вами, так и не хитри. Со мной не раз он в нежности пускался, в залог сердечной дружбы. Каково? В залог сердечной дружбы. Что ты смыслишь в таких вещах? А как ты отнеслась к его, как ты их назвала, залогам? Не знаю я, что думать мне о них. Так вот, я научу. Во-первых, думай, что ты дитя, принявший их всерьез, и требуй впредь залогов подороже. Отец, он предлагал свою любовь с учтивостью. С учтивостью, подумай. И в подтверждение слов своих всегда мне клялся, чуть ли не святыми всеми. Силки для птиц. Пока играла кровь, и я на клятве не скупился, помню. А Гамлету верь только в том одном, что молод он, и меньше в поведении стеснен, чем ты. Точнее, совсем не верь. Смотри, не забывай. Я повинуюсь. Смотрите, принц! Вот он!
Птицы небесные, спасите. Он подал знак, чтобы вы с ним удалились. Как будто что-то хочет сообщить вам одному. Смотрите, как упорно! Он вас зовет подальше в глубину! Но не ходите! Ни за что на свете! А здесь он не ответит. Ступай, иду! Не пустим! Руки прочь! Опомнитесь, не надо! Это голос моей судьбы! Дорогу, господа! Я в духом превращу вас, только тройки! Прочь сказано! Иди! Я за тобой! Какая-то в державе датской гниль! Наставь на путь нас, Господи! Куда ведешь? Я дальше не пойду. Следи за мной. Слежу. Доверься мне и выслушай. Внимать тебе мой долг. И отомстить, когда ты все услышишь. Что? Слушай. 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 Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца, О, Боже мой. отмсти за подлое его убийство. Убийство? Да, убийство из убийств. Как не бесчеловечны все убийства. Объявлено, что спящего в саду меня змея ужалила. Датчане бесстыдной ложью введены в обман. Ты должен знать, мой мальчик благородный, змея, убийца твоего отца, в его короне. О, мои прозрения! Мой дядя! Да, прелюбодей, увлекший королеву к постыдному сожительству с собой. Но тише, ветром утренним пахнуло. Потороплюсь. Когда я спал, подкрался дядя твой с проклятым соком белины во фляге и в ухо влил настой. Так был рукой у брата я во сне, лишен короны в жизни королевы. Ужас, ужас, ужас. Мой сын, не оставайся равнодушным. Не
дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Однако, как бы ни сложилась месть, не посягай на мать. Теперь прощай, пора. Смотри, светляк, встречая утро, убавляет пламя. Прощай, прощай и помни обо мне. И помни обо мне. Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, а верь любви моей. Вот деньги и письмо к нему, Рейнальдо. Вручу, милорд. Да было бы хорошо до вашего свидания, голубчик, разнюхать там, как сын себя ведет. Желаю здравствуй. Милорд мой добрый. Пускай не замечают, что следят. О, нет, милорд. И музыки уроки пускай говорят. Офелия, что сказал? Боже, правый, я вся дрожу от страха. От чего? Господь-то? Я шила. Входит Гамлет.
всегда отцом благих вестей. Был, государь, не так ли? И останусь. И знаете ли, что я доложу? Что либо этот мозг уж не годится в охотничьи ищейки, либо я узнал причину Гамлетовой бредни. Причина, к сожалению, одна. Смерть короля и спешность нашей свадьбы. Вот что дала мне дочь из послушания. Небесный идол души моей, ненаглядной Офелии. И это Гамлет пишет? А она как приняла любовь? Я напрямик немедленно сказал своей девице, лорд Гамлет, принц, тебе он не чита. Она меня послушалась, и что же? Отвергнутый, чтобы выразиться вкратце, он впал в тоску, утратил аппетит, утратил сон, затем утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое. Вы тех же мыслей? Да. Я это дам от этого отсечь, что прав. Как это нам проверить? Очень просто. Он бродит тут часами напролет. Я дочь к нему подкину в этот час, а мы потом за дверью с вами станем. Я поищу его. Прошу простить. Господин мой Гамлет. Хорошо, слава богу. Вы меня знаете, милорд? Отлично, вы рыбный торговец. Нет, что вы, милорд. Тогда не мешало вам быть таким же честным. Честным, милорд? Да, сэр. Быть честным по нашим временам значит быть единственным из 10 тысяч. Это совершенная истина, милорд. Что и говорить. Если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль. У вас есть дочь? Есть, милорд. Не пускайте ее на солнце. Не зевайте, приятель. Что читаете, милорд? Слова, слова, слова. А в чем там дело, милорд? Между кем и кем? Нет, я хочу спросить, что написано в книге, милорд. Клевета. Канале сатирик утверждает, что у стариков седые бороды, лица в морщинах, что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Всему этому, сэр, я охотно верю, но публиковать это считай бесстыдством. Ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели, подобно раку, будете пятиться задом. Не уйти ли нам подальше с открытого воздуха, милорд? Куда? В могилу? В самом деле, дальше некуда. Досточтимый принц, дайте мне разрешение удалиться. Не мог бы дать ничего охотнее, сэр, кроме моей жизни. Кроме моей жизни. Кроме моей жизни. Почтенный принц, бесценный принц. Ба, милые друзья, ты, Гильденстерн, ты, Розенкранц. Ну, как дела, ребята? Как у любого из сынов земли. По счастью, наше счастье не чрезмерно. Мы не верхи на колпаке фортуны. Но также не низу я подошел. Не то, не это, принц. Что нового? Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть. О, значит, скоро конец света. Впрочем, у вас неверные сведения. Однако, чем прогневали вы, дорогие мои, эту свою фортуну, что нашлет вас сюда, в тюрьму? В тюрьму, принц? Да, конечно, дальняя тюрьма. Тогда весь мир тюрьма, принц? О, притом образцовая, со множеством арестантских темниц и подземелий, из которых Дания наихудшая. Мы не согласны, Не согласны, принц. Ну, значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, только в нашей оценке. Для меня она тюрьма.
Но однако, чем умствовать? Не пойти ли нам лучше ко мне? И бог, я едва соображаю. Мы будем неотступно следовать за вами. С нашими услугами, принц? Да нет, к чему же? Мои слуги стали слишком хорошо смотреть за мной в последнее время. Но, положа руку на сердце, зачем вы были сыновья? В гостях у вас, принц, больше ни зачем. И моя бедность, и мала, и моя благодарность. Я благодарю вас. За вами не посылали? Ваш приезд доброволен? Пожалуйста, по совести, а? Ну как? Что нам сказать, милорд? Да что угодно, только не к делу. Я знаю, добрый король и королева посылали за вами. С какой целью, принц? Ну, это уж вам лучше знать. Ну, так я заклинаю вас былой дружбой, единомыслием, любовью, без изворотов со мной. Посылали за вами или нет? Милорд, за нами посылали. Хотите, вам скажу, зачем? Таким образом, моя догадка предупредит вашу откровенность. И ваша верность тайне короля и королевы не полиняет ни перышка. Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется мне бесплодной скалою. А этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает, с какими безграничными способностями, как точен и поразительным по складу и движениям, поступками, как близок к ангелам, почти равен Богу разумением, краса вселенной, венец всего живущего. А что мне это квинтэссенция праха? Мужчина не занимает меня, женщина тоже, как не оспаривает это ваши улыбки. Ничего подобного не было в наших мыслях, принц. Что же вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчина не занимает меня? Я подумал о том, какой постный прием вы окажете в таком случае актерам. Мы встретили их по дороге, и они едут сюда, чтобы предложить вам свои услуги. Что это за актеры? Столичные трагики. Те, которые вам так нравились, принц. Играющему королей низкий поклон. В понятие радушия входят такт и светские условности. Обменяемся их знаками, чтобы после моей встречи с актерами вы не подумали, что с ними я более любезен. Ваши руки, товарищи. Еще раз с приездом в Эльсинора вас, господа. Но мой дядя-отец и тетка-матушка ошибаются. В каком отношении, милорд? Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще могу отличить сокола от цапли. Здравствуйте, господа! Милости просим! Вас, старый друг, скажите, какой бородой завесился с тех пор, как мы не видались. Приехал, прикрывшись ею, подсмеиваться надо мною в Дании. Рад вам всем! Царица небесная, вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи. Будем надеяться, что голос ваш не фальшивит, как золото, изъятое из обращения. Милости просим. Здравствуйте, мои хорошие. Давайте, как французские сокольничьи, набросимся на первое, что нам попадется. Пожалуйста, какой-нибудь страстный монолог. Какой монолог, милорд? Помнится, раз ты читал один отрывок, где Эней расскажет о себе Дидонне. И особенно то место, где он говорит об убийстве Приама. Если он еще у вас в памяти, начните вот с какого места. Свирепый пир, то, что как зверь герканской. Нет, не так. Ну, начинается с пира. Ага.
Свирепый пир, чьи черные доспехи и мрак души напоминали ночь. Браво, браво. Продолжайте сами. Пир его находит. На силу приподнявший меч Приам от слабости его роняет на земь. Ему навстречу подбегает Пир, с плеча замахиваясь на Приама. Но этого уже и свист клинка сметает с ног. Слишком длинно. Это пошлет в цирюльню вместе с вашей бородой. Продолжай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные анекдоты, от прочего он засыпает. Продолжай. Перейди к Гекубе. Ужасен вид поруганной царицы. Гася слезами пламя, босиком, она металась в головной повязке взамен венца и, обмотавши стан, от старости иссохший одеялом. Увидя это, каждый человек изверился бы в правоте фортуны и проклял бы владычество судьбы. А если б боги с неба подсмотрели, как потешался над царицей Пир, кромсая перед нею тело мужа, спокойствие покинуло бы их, глаза бы их наполнились слезами из жалости к несчастной. Какой же я холоп и негодяй. Не страшно, что актер проезжий этот. Фантазии для сочиненных чувств. Так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его. Глаза туманят слезы, замирает голос, и облик каждой складкой говорит, чем он живет. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Что бы натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня. А, черт. Проснись, мой мозг. Хорошо. Скажи, старый друг. Да. Может вы сыграть убийство Гонзага? Да, милорд. Поставь это завтра вечером. Скажи, в случае надобности можно будет заучить кусок строк в 12-16, которые я напишу и вставлю, можно? Да, милорд. Превосходно. Почтеннейший, посмотрите, чтобы об актерах хорошо позаботились. Проводите их. Завтра у нас представление!
быть. Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожества. Когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла волей мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибает замыслы с размаха, вначале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно. Офелия, сударь, прогуливайся. Государь, извольте всемилостиво скрыться. Дочь, возьми для вида книгу. Принц, были ли вы здоровы это время? Благодарю. Вполне, вполне, вполне. Принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Возьмите их. Да полно. Вы ошиблись. Я в жизни ничего вам не дарил. Дарили, принц. Вы знаете прекрасно. С придачей слов, которых нежный смысл удваивал значение подарков. Порядочные девушки не ценят, когда им дарят, а потом изменят. Вы порядочная девушка. Милорд. И хороши собой.
Что разумеет ваша милость? То, что если вы порядочны и хороши собой вашей порядочности, нечего делать с вашей красотой. Но разве для красоты не лучшая спутница порядочности? Ну, конечно, и скорее красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Раньше это считалось парадоксом, и теперь доказано. Я вас любил когда-то. Действительно, принц, мне верилось. А не надо было верить, я не любил вас. Тем более я обманулась. Ступай в монастырь. Чего плодить грешников? Какого дьявола люди вроде меня толкутся между небом и землей? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Где твой отец? Дома, милорд. Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Прощай. Святые силы, помогите ему. Если тебе непременно надо мужа, выходи за глупого. Слишком уж хорошо знает умный, каких чудищ вы из них делаете. Миша. Довольно, на этом я спятил. Никаких свадеб. Кто жил в браке, пусть остается в супружестве. Все, кроме одного. Остальные пусть воздержатся. Ступай, монахини. Не повторяй, что Гамлет говорил, слыхали сами. Уходи-то, чё. Я думаю, когда пройдет спектакль, устроим встречу принца с королевой. Пусть с ним поговорит наедине. Хотите, я подслушаю беседу? Не пилите воздух вот это руками. Однако без лишней скованности. Во всем слушайтесь внутреннего голоса. Говорите, пожалуйста, роль, как я вам показывал, легко и без запинки. Если вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы передать ее городскому глашатую. Будьте покойны, ваша светлость. Пойдите, приготовьтесь. Горацио. Сейчас мы королю сыграем пьесу. Я говорил тебе про смерть отца. Там будет случай, схожий с этой смертью. Когда начнется этот эпизод, будь добр, смотри на дядю, не мигая. Вопьюсь и я, после сопоставим итоги наблюдений. По рукам. Они идут. Я вновь больным прикинусь. Как здравствует принц крови нашей Гамлет? Верите ли, превосходно? По-хамелеонски. Питаясь воздухом, начиненным обещаниями. Так не откармливает и куплунов. Это ответ без связи, Гамлет, он ко мне не относится. А ко мне и подавно. Милорд,
Вы играли на сцене в свою бытность в университете, не правда ли? Играл, милорд, и считался хорошим актером. Кого же вы играли? Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня. С его стороны было брутально убивать такого капитального теленка. Актер готовы? Да, милорд. Они ждут ваших приказаний. Поди сюда, милый Гамлет. Сядь рядом. Нет, матушка, тут магнит попритягательней. Ого, слыхали? Леди, можно к вам на колени? Нет, милорд. Если виноват, можно голову к вам на колени? Да, милорд. А вы уж решили какое-нибудь неприличие. Ничего я не решила, милорд. А ведь это чудная мысль лежать у ног девушки. Что такое, милорд? Ничего. Принц, вы сегодня в ударе. Кто, я? Да, милорд. Господи, боже мой, ради вас я и колесом пройдусь. Впрочем, что и остается, как не веселиться. Взгляните, какой разный вид у моей матери. Я все 2 часа, как умер мой отец. Нет, принц, полных 2 месяца. Как, так много? Ну, тогда к дьяволу траур. Буду ходить в соболях силы небесные. Умер 2 месяца назад и все еще не забыт. Тогда есть надежда, что память о великом человеке переживет его на полгода. Перед нашим представлением мы просим со смирением нас выслушать с терпением. Что это, пролог или надпись на колечке? Действительно коротковато, милорд. Как женская любовь. В 30-й раз на конях четверней объехал Феб моря и мир земной. И 30 дюжин лун вокруг земли, 12 раз по 30 раз прошли с тех пор, как нам сближает все тесней любовь сердца, а руки Гименей. Еще раз столько. Солнце и луна могли б пройти, пока любовь сильна. Но горе мне. Годам наперекор болезнен вид ваш с некоторых пор. Душа моя, разлуки близок час. К концу подходит сил моих запас, а ты и дальше в славе и любви существования радостью живи. Другой супруг, как знать? Не суесловь. Предательством была бы та любовь. Убей меня за новым мужем гром. Кровь первого да будет на втором. Не полюбив, вступает в новый брак. Расчет и жадность, вот ее рычаг. Мне верится, вы искренне во всем, но не всегда стоим мы на своем. Чтоб жить, должны мы клятвы забывать, которые торопимся давать. Так и боязнь второго сватовства жива у вас до первого вдовства. Малейший шаг, ввергай меня в беду, когда вдова я замуж вновь пойду. Зарок не шутка, но оставь меня. Я утомился сутолокой дня и отдохну немного. Выспись всласть, и доминует в жизни нас напасть. Сударыня, как вам нравится пьеса? По-моему, леди слишком много обещает. О, ну она сдержит слово. А вы знаете содержание? В нем нет ничего предосудительного. Нет, все это в шутку. Отравление в шутку. Ровно ничего предосудительного. Как название пьесы? Мышеловка. Но в каком смысле? Фигуральном. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Вот вы сейчас увидите. Это припакостнейшая проделка. Имя герцога Гонзага. Но нам что с вами? Ваше Величество и нас, наши часы совести, это не касается. Пусть кляча легается, если у нее зашиблены задние ноги, наши кости в порядке. О, это некто Луциан, племянник короля.
Убийца. Ну, чума ты эткая. Брось свои безбожные рожи и начинай. Рука тверда, дух черен, крепок яд. Удобен миг, ничей не видит взгляд. Теки, теки, вершишь свою расправу, Гекате посвященная отрава. Спеши весь вред, который в травах есть, над этой жизнью в действие привесть. Фунтов за каждое слово призрака. Ты заметил? Ну еще бы. Когда начали играть сцену отравления. Я с него глаз не спускал. А ну, музыка. Ну-ка, флейтисты! Раз королю не интересна пьеса, нет для него в ней, значит, интереса. А ну-ка, музыка! Добрейший принц, бесценный принц, добрейший принц! Можно попросить вас на 2 слова? Хоть на целую историю, сэр. Король, сэр! Да, сэр, что с ним? Удалился к себе и чувствует себя очень скверно. От вина, сэр? Нет, сэр, скорее от желчи. Остроумнее было бы сказать это его врачу. Если я пропишу ему свое слабительное, опасаясь, как бы желчь не разлилась у нее еще сильнее. Добрейший принц, введите свою речь в какие-нибудь границы. Пожалуйста, весь смирение и слух. Королева, ваша матушка, в крайнем удручении послала меня к вам. Милости просим. Нет, добрейший принц. Сейчас эти любезности ни к чему. Если вам угодно дать мне надлежащий ответ. Не могу, сэр. Чего, милорд? Дать вам надлежащий ответ. У меня мозги не в порядке. Итак, ни слова больше. К делу. Моя мать, говорите вы? Ваше поведение повергло в изумление. Она желает поговорить с вами у себя в комнате. О, удивительный сын, так удивляющий свою мать. А не прилипло ли к этому удивлению что-нибудь повещественнее любопытно? Принц, вы когда-то любили меня. Как сейчас, клянусь этими воровскими орудиями. Принц, в чем причина вашего нездоровья? Вы же сами отрезаете себе путь к спасению, пряча свое горе от друга. Я нуждаюсь в служебном повышении. Как это возможно, принц, когда сам король назначил вас наследником датского престола? Да, сэр, но пока мистравка подрастет, лошадка с голоду умрет. Старовата поговорка. Флейты. Дайте мне одну на пробу. Отойдите в сторону.
Что это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети? О, принц, если мое участие так навязчиво, значит, так безоговорочно моя любовь. Я что-то не понял. Ну да все равно, вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь. Принц, я не умею. Ну, я прошу вас. Но я не знаю, как за это взяться. Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом в воздух, из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны. У меня ничего не выйдет, я не учился. Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры. У нее чудный тон. И тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что же вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя. Сейчас я подпишу вам свой приказ и в Англию отправлю принца с вами. Наш сан не терпит, чтобы из угла всегда подстерегал нас случайность в лице безумца. Соберемся в путь. Священно в корне это попеченье. О тысячах, которые живут лишь вашего величества заботой. Храни вас Бог! Кончина короля не просто смерть. Она уносит в бездну всех близстоящих. Пожалуйста, скорее сберитесь в путь. Он к матери пошел в опочивальню. Но ваша правда, мать тут не судья. Она лицеприятна. Не мешает, что был при этом кто-нибудь другой и наблюдал. Благодарю вас, друг мой. Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве и тогда омыть не в силах небо эти руки? Что делала бы благость без злодейства? Мы молимся, чтоб Бог нам не дал пасть или вызволил из глубины падения. Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне? Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. При мне все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева. За что прощать того, кто тверд в грехе? Ведь перед небом в подлинности голой лежат деяния наши без прикрас. И мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ.
Мать! Миледи! Скажите, вы спасли его от кары своей рукой. Я спрячусь за ковром. Пожалуйста, покруче. Ну, матушка, чем вам могу служить? Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет? Зачем отца вы оскорбили, мать? Ты говоришь со мной как невежа. Вы спрашиваете, как лицемер. Что это значит, Гамлет? Что вам нужно? Ты помнишь, кто я? Помню. Вот вам крест. Вы королева. В браке с братом мужа. И к моему прискорбию мать моя. Так пусть с тобой поговорят другие. Не с места. Сядьте. Я вас не пущу. Зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь. Что ты задумал? Не подходи! Спасите! Стража, эй! Ах так! Тут крысы! На пари! Готово! Что ты наделал? Разве там стоял король? Ты жесток, какое злодеяние! Не больше, чем убийство короля и обручение с братом мужа, леди! Убийство короля! Да, леди! Да! Прощай, вертлявый глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее. Ты видишь, суетливость не к добру. Вы садитесь, рук ломать не надо. Я сердце вам сломаю, если все же на избьющегося материала и пагубные науки не сплошь его от жизни в бронзу заковали. Что я такого сделала, что ты так груб со мной? Вы сделали такое. Вот два изображения. Вот. И вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Собрание качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества, дающих звание человека. Это ваш первый муж. А это ваш второй. Он словно колос, пораженный спорыньёю в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Ни слова про любовь. Или так, как ваши живут не бурями, а головой. А где та голова, чтоб совершила такую мену? Стыдливость, где ты? Когда так властной страсти над вдовой, как требует от девушек стыда. Какой пример вы страшный подаете невестам нашим? Гамлет, перестань. Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, их ничем не смыть. Валяться в сале продавленной кровати, утопать в испарине порока, любоваться своим падением. Гамлет, пощади! Твои слова, как острее кинжалов, и режет слух. С убийцей и скотом, не стоящим 1/200 доли того, что тот с петрушкой в королях с карабанником натаскивает. Что с тобой? Чем полон взор твой?
от твоей больной души. Мой пульс, как ваш, отсчитывает такт. И так же бодр. Нет нарушения смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их. А больной не смог бы. Не тешьтесь мыслью, будто все несчастья не в вашем поведении, а во мне. Какая мать затянет рану коркой, а скрытый гной. Вам выезд все внутри. Гамлет, сердце бьется пополам. Вот и расстаньтесь с худшей половиной, чтобы пользоваться лучше, тем полней. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Что касается до старика, о бедняке об этом сожалею. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз. Добрый сон. Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались. Готовьтесь к новым. Еще два слова. Что ж теперь мне делать? Еще вы спрашиваете? Тогда ложитесь ночью с королем в постель. И в благодарность за его лобзания, которыми он будет вас душить, в приливе откровенности сознайте, что Гамлет вовсе не сошел с ума, а притворяется с какой-то целью. Ты знаешь сам, что я скорее умру, чем соглашусь предать тебя. Меня шлют в Англию. Слыхали? Да, к несчастью. Я и забыла, это решено. Спокойной ночи, матушка! Милорд! Милорд! Принц Гамлет! Откуда шум? Кто Гамлета зовет? Милорд, что вы сделали с мертвым телом? Смешал с землей, который труп сродни. Скажите, где он? Мы снесем в часовню. Об этом бросьте даже помышлять. О чем? Что я буду действовать в ваших интересах, а не в своих собственных. Да и что еще за расспросы со стороны какой-то губки? Что отвечать на них сыну короля? Вы сравниваете меня с губкой, принц? Да, вас с губкой, живущей с соками царских милостей. Но на поверку это его лучшие слуги. Король закладывает их за щеку, как обезьяна, сует в рот первыми, а проглатывает последними. Понадобится то, чего вы насосались. Он взял, выдавил вас, и снова вы сухи для новой службы. Я не понимаю вас, принц. Это меня радует. В умении чутком не место шуткам. Милорд, вы должны сказать, где тело, и пойти с нами к королю. Тело во владении короля, но король не во владении телом.
Да и какую роль играет тут король? Милорд, король! Не более чем 0. Гуси-гуси, домой. Серый волк за горой, ведите меня к нему. Гамлет, где Полоний? На ужине. На ужине? На каком? На таком, где ест не он, и едят его самого. Сейчас за него уселся сын червей со всей земли. Червь. Что ни говори, единственный столб всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу. И откармливаем себя в пищу червя. Возьмете ли толстяка короля или худого горемыку? Это только 2 блюда к столу, 2 кушанья. А суть одна. Увы, увы. Можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищих. Где Полоний? На небе. Пошлите посмотреть. Если посланный не вернется, поищите сами. Во всяком случае, если он не сыщется раньше месяца, вы носом почуете его у входа на галерею. Наведайтесь, где сказано. Он вас ждет, не дождется. Кровавая проделка это, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить. Корабль у берегов. Подул попутный ветер, и команда готова морем в Англию отплыть. Как в Англию? Да, в Англию. Прекрасно. Ну что ж, в Англию так в Англию. Прощайте, дорогая матушка. Дорогой отец, ты хочешь сказать? Нет, мать. Отец и мать, муж и жена. Муж и жена плоть един, значит, все равно. Прощайте, матушка. В Англию. Вот она что.
Шлю вас с поклоном королю датчан. Скажите, капитан, что по трактату страну пересекает Фортенбрас. Где сборный пункт, вы знаете. Прибавьте, что если бы явилась в нас нужда, мы тут как тут, по первому желанию. Отряд, вперед! Чье это войско? Армия норвежцев. Куда поход? На Польшу. Кто их глава? Принц Фортенбрас, племянник королевский. Вы движетесь к границам или внутрь? Сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. 5 дукатов я б не дал за участок, да и тех не выручить Норвегии и Польши. Отдай мне в аренду этот клад. Какой полякам смысл в ее защите? Туда уж стянут сильный гарнизон. Покорнейше благодарю вас, сэр. Храни вас Бог. Милорд, мы ждем вас. Ступайте, я вас тотчас догоню. Двух тысяч душ, десятков тысяч денег не жалко за какой-то сено, клок. Так в годы внешнего благополучия людей здоровых постигает смерть от внутреннего кровоизлияния.
прибытию в Англию принц Гамлет должен быть обезглавлен. Еще посмотрим, чья возьмет. Забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух. Я под их подкоп, чтоб с места не сойти мне. Вроюсь ниже и их взорву. Ну и переполох, когда подвох наткнется на подвох. Подателей означенной бумаги предать на месте смерти без суда. Повалят беды, так идут Гертруда не врозь, а скопом. Первую была глухая смерть Полония. Вторую — необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше. Третий — горе. Народ ворчит. Вся муть всплыла со дна, и все рядят и судят о кончине Полония. Где дальняя краса и королева?
Что с вами, Офелия? Почем я отличу вашего дружка, плащ паломника на нем, странника клюка. Голубушка, что значит эта песня? Да ну вас. Вот я вам дальше спою. Белый саван белых роз, деревце в цвету, и лицо поднять от слез мне не в моготу. Как вам живется, милочка моя? Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но я не могу не плакать, как подумать, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Спасибо за доброе участие. Поворачивай, моя карета. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, леди. Спасайтесь, государь! Бунтовщики! Уйдите, господа. Оставьте помещение. Благодарю. Займите вход. Итак, король презренный, где мой отец? В гробу. Ну не король тому виной. Пусть спрашивает волю. Власть короля в такой ограде Божьей, что сколько враг на нас не посягай, руками не достать. Как умер он? Лаэрт, мой добрый, вы б узнать желали всю подноготную про смерть отца? Как сделать это, если в ослеплении сметаете вы словно кучу карт врага и друга, правых и неправых? Нет, лишь врагов. Вы их хотите знать? Да. А друзьям открою я объятия с готовностью. Теперь вы говорите, как добрый сын и верный дворянин, что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю. Вам станет дня яснее.
Без крышки гроб его несли. Скок со всех ног. Ручьями слезы в гроб текли. Прощай, мой голубок. А вы подхватываете. Скок в яму, скок до дна. Не сломай верить. Это вор, ключник, увезший хозяйскую дочку. Свидетель Бог, я полностью воздам за твой угасший разум. Вот розмарин. Это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это Анютины глазки. Это чтоб думать. Вот ромашка. А это несколько стебельков для меня. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Я бы хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец. Но Робин родной мой, но Робин родной мой, вся радость. Ты видишь это, Господи. Лаэрт, поверьте в живость моего участия и дайте оправдаться. Из друзей подите выберите самых умных. Пусть, выслушав, они рассудят нас. И мы в союзе с вами как-нибудь добьемся правды. Я на все согласен. Вы видите, тот самый человек, который вас лишил отца, пытался убить меня. Я вижу. А чего ж не нарядили следствие по делу такой великой важности? Лишь им и дышит королева-мать. Другое основание, от чего не предал я суду его открыто, привязанность к нему простых людей. Ну что еще там? Письма, государь, от Гамлета. От Гамлета? Кто подал? Какие-то матросы, государь. Лаэрт, хотите слушать? Я прочту. Ступайте. Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Что вы скажете на это? Не знаю сам, но встретиться хочу. Я буду направлять вас. Направляйте.
Горацио. Ты из всех людей, каких я знаю, самый настоящий. О, что вы, принц? Не думай. Я не льщу. Подлизам предоставим умильничать в передней богачей. Не чаял молодые дни я девушкой души, и думал только тем они одним и хороши. Но тихо старость подошла и за руку взяла, и все умчалось без следа, неведомо куда. В этом черепе был когда-то язык. Его обладатель умел петь. А этот негодяй шмякнул его обзем так, точно это челюсть Каина, который совершил первое убийство. Возможно, голова, с которой этот осел обходится так пренебрежительно, принадлежала какому-нибудь политику, который собирался перехитрить самого Господа Бога, не правда ли? Возможно, милорд. Да, вот именно. А теперь он угодил курносой. Сам без челюсти, и церковный сторож бьет его по скулам лопатой. Поразительное превращение. Если бы только можно было заглянуть в его тайну. Стоило растить эти кости, чтобы потом играть ими в бабки. Мои начинают ныть при мысли об этом. Я поговорю с этим малым. Герой могилу старику на водворении. Чья это могила? Как тебя там? Моя, сэр. Веришь, что твоя, потому что ты лжешь из могилы. Эта ложь в могиле не останется. Она перейдет от меня к вам. Для какого же мужа праведно ты ее роешь? Ни для какого. Тогда для какой женщины? Тоже не для какой. Для кого же она предназначена? Для особы, сэр, которая была женщиной. Нынче Царствие Небесное представилось. Да чего основательно, бездельник. С этим народом надо держать ухо остро, а то пропадешь и двусмыслица. Давно ты могильщиком? Из всех дней в году, с того самого, когда родился молодой Гамлет. Тот самый, что сошел теперь с ума и послан в Англию. Вот тяна. Зачем же его послали в Англию? Как зачем? За умом послали. Пускай поправит мозги. Они и поправят, так там это не беда. То есть как это? А так что никто не заметит. Там все такие сумасшедшие. Каким образом он помешался? Говорят, весьма странным. Каким же именно? А таким, что взял и потерял рассудок. Да, но на какой почве? Все на той же. На нашей, датской. Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет? Да как вам сказать? Ежели не протухнет заживо, сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет 8-9 продержится. Кожевник этот все 9 с верностью. А чё ж это дольше других? Видите ли, сударь, шкура у него так выдублена промыслом, что долго стоит против воды. А вода, будь вам ведомо, самый первый враг для вашего брата-покойника, как помрете. Вот этот череп, например, пролежал в земле 23 года. Чей он? Одного шлопая окаянно лучше не вспоминать. Чей вы думали? Не знаю. Чтоб им пусто было чумовому сорваться. Бутылку Рейнского расвылил мне на голову. Что вы скажете? Этот череп, сэр, Йорика, королевского скомороха. Этот? Вот этот самый. Дай взгляну. Бедный Йорик. Я знала о Горацио. Это был человек бесконечно остроумия, неистощимый на выдумке. Он 1000 раз таскал меня на спине. А теперь самоотвращение тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз.
Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? А? Ничего в запасе, что позубоскалить над собственной беззубостью. Полное расслабление. Скажи мне одну вещь, Горацио. Что именно, милорд? Как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище? Такое же в точности. До какого божества можно пуститься, Горацио? Что мешает проследить судьбу Александрова праха шаг за шагом вплоть до последнего, когда он идет на затычку к пивной бочке? Это значило бы смотреть на вещи слишком пристально. Ничуть не бывало. Напротив, это значило послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так. Александр умер. Александра похоронили. Александр стал прахом. Прах – земля. Из земли добывает глину. Почему глине, в которую он превратился, не казаться в замазке пивной бочки? Истлевшим Цезарем от стужи заделывает дон снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкой в щели. Что вы еще добавите из службы? В предписанных границах свой устав мы уж и так расширили. Кончина ее темна, и не вмешайся власть, лежать бы ей в неосвященном месте до гласа трубного. Взамен молитв ее сопровождал бы град каменьев. Значит, это все, что вашей власти? Да, мы отслужили. Мы осквернили бы святой обряд, когда б над нею реквием пропели, как над другими. Опускайте гроб! Сестра на небе ангелом заедет, когда ты в корчах взвоишь. 30 казней свались стройнее на голову того, от чьих злодейств твой острый ум затмился. Не надо! Погодите засыпать. Еще раз заключу ее в объятия. Заваливайте мертвую живым. На ровном месте сгромоздите гору, которая превысит миллионы голубой олимп. Кто тут горюя кричит на целый мир, к его услугам я принц Гамлет датский. Да чтоб тебе нечистый! Учись молиться, горло недовитый, право пожалеешь, руки с горла! Господа! Гамлет, Гамлет! Спокойней, принц! Соперничество это согласен я оружием разрешить, и не умусь, пока мигают веки! Соперничество, сын мой. Я любил Офелию и 40 000 братьев, и вся любовь их не чета моей. Скажи, на что ты в честь ее способен? Он вне себя. Не трогайте его. Я знать хочу, на что бы ты решился. Рыдал, рвал платье, дрался, голодал, пил уксус, крокодилов ел. Все это могу и я. Ты слезли пришел в могилу прыгать мне на посмеяние. Живьем зарытым быть. Могу и я. Ты врал про горы. Миллионы акров нам на кругах, чтоб солнце век сожгло! Ты думал глоткой взять. Могу и я. Лэрд, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили. А, впрочем, что ж. На свете нет чудес. Как волка не корми, он смотрит в лес.
При Гамлете я слышал как-то раз, хвалили вас во многих отношениях. Но он вам позавидовал в одном. В безделке, в фехтовальном мастерстве. Вот и предлог. Предлог? Не понимаю. Вас с ним сведут и выставят заклады. Как человек беспечный и прямой, и чуждый ухищрений, он не станет рассматривать рапир. И вы легко, чуть изловчас, подмените тупую с предохранением голый боевой, и за отца сквитаетесь. Отлично. Кое-чем вдобавок смажу острие. На случай, если попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит, ему конец. Мне совестно, Гораций, что я с Лаэртом нашумел. В его несчастьях я вижу отражение своих, помирюсь с ним. Но зачем наружу так громко выставлять свои печали, а этим возмутиться? Со счастливым возвращением в Данию, Ваше Высочество. Благодарю покорно, сэр. Ты знаешь, что ты можешь? Нет, милорд. Милейший принц, если бы у Вашего Высочества нашлось время, я передал бы вам что-то от Его Величества. Я запечатлею это глубоко в душе, но пользуйтесь шляпой по назначению и место на голове. Ваше Высочество, благодарю вас. Очень жарко. Напротив, очень холодно, ветер с севера. Действительно, несколько холодновато, ваша правда. Однако, принц, по приказу Его Величества довожу до вашего сведения, что он держит за вас пари на большую сумму. Да что же он прозакладывал? На днях, сэр, к здешнему двору прибыл Лаэрт. Настоящий джентльмен, полный, самый законченный достоинств. Зачем приплели вы этого джентльмена? Лаэрта? Да, Лаэрта, сэр. Речь идет о том совершенстве, с чем он владеет оружием. По общему убеждению, ему нет в этом равных. Какое у него оружие? Рапира и кинжал. Оружие двойное, что дальше? Король, сэр, утверждает, что из 12 схваток с вами Лаэрта держит верх не более чем на 3 удара. Это можно было бы немедленно проверить, если бы Ваше Высочество соблаговолили ответить. А если я отвечу нет? Я хотел сказать, милорд, если бы вы ответили согласием. Я буду прогуливаться по залу, пусть принесут рапиры. Можно ли именно так передать ваши слова? Именно так, сэр. То есть прекрасными, какие вам заблагорассудится прибавить. Поручаюсь я своей преданности вашему высочеству. Честь имею, честь имею, честь имею. Вы проиграете заклад, милорд. Не думаю. Я выиграю. Но не поверишь, как нехорошо на душе у меня. Впрочем, пустое. Нет, ну как же, добрейший принц. Совершенная глупость. Вместе с тем какое-то предчувствие, которое, может быть, женщину и смутило. Я пойду и предупрежу, что вам не по себе. Ни в коем случае. Нужно быть выше суеверий. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно это не избежать. Самое главное всегда быть наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, чего не собраться заблаговременно. Будь что будет.
Прошу прощения, сэр. Я был неправ. Собравшиеся знают, да и вам могли сказать, в каком подчас затмении бывает ум мой. Все, чем мог задеть и ваши чувства, честь и положение, прошу поверить, сделала болезнь. Раз Гамлет невменяем и нанес Лаэрту оскорбление, оскорбление нанес не Гамлет, а совсем другой. Пусть знает все, я не желал вам зла. Ошибкой я опустил стрелу над домом и ранил брата. В глубине души, где ненависти собственное место, прощаю вас. Иное дело честь. Тут свой закон, и я прощать не вправе, пока подобных споров знатоки нас не рассудят. Но до той поры ценю предложенные вами дружбу, и дружбой отплачу. Душевно рад. И с легким сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? Раздайте им рапиры, Озрик. Гамлет, известны вам условия? Да, милорд, вы ставите на слабость против силы. Правда, я обоих вас видал. Для вас я очень выгодный соперник. Со мной рядом ваше мастерство, тем ярче не заблещет. Вы смеетесь? Нет. В жизни своей клянусь, что нет. Подать сюда вина. При первом и втором ударе принца и отражении третьего полить в честь Гамлета со всех бойниц из пушек. Король его здоровье будет пить. Сейчас в бокал жемчужину он бросит. Ценнее той, которую в венце 4 датских короля гордились. Начнемте. Готовьтесь. Бьюсь. Отбито. Судьи! Удар, судья. Возобновим. Стой. Выпьем. За твое здоровье, Гамлет. Жемчужина твоя. Вот твой бокал. Не время пить. Начнемте. Защищайтесь. Удар не отрицает. Сын наш побеждает. Дай, Гамлет, оботру тебе лицо. Вот мой платок. Как ты разгорячился. Я королева. Пью за твой успех. О, матушка. Не пей вина, Гертруда. Я пить хочу, позвольте мне. На этот раз Лаэрт без баловства. Прошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играли до сих пор. Вы думаете? Ладно.
Разнять их так нельзя! Нет цветного. На помощь королеве! Что с королевой? Обморок простой при виде крови. Неправда, Гамлет. Бичо, отравлено. Ведь нас измена. Кто я виновник? Найти его! Искать недалеко. Ты умерщвленный, нет тебе спасения. Всей жизни у тебя на полчаса. Рапира отравлена исконным острием. Король всему виновник. Ах, рапира с ядом. Ступай, отравленная сталь! По назначению! Дальнейшее молчание. Где место происшествия? Какого?
печали небывалой. Это здесь. Пусть Гамлета к помосту отнесут, как воина, 4 капитана. Будь он в живых, он стал бы королем заслуженно. Перенесите тело с военной музыкой по всем статьям церемониала. Уберите трупы. Средь поля битвы мыслимы они, а здесь не к месту, как следы резни. Команду к канонаде!